Итак, прогноз и анализ на 2021 год, используя знания ауросомы. Пятерка. Как однозначный сигнификатор цифра 2021 года. Пятерка – это свобода, расширение, изменение, разнообразие, разветвление, активность. В сравнении с ушедшим 2020 годом, где, напомню, мы имели четверку и удвоенный ноль, то есть стабильность, структуру, контроль и вместе с этим отсутствие, несобытийность, ничто в квадрате. И в моем видео про 2020 год я во многом оказалась права. Ушедший год был полон провокаций, противоречий, противостояний и разоблачений. Многие сферы деятельности сошли на нет по тем или иным причинам. Это был год тщательного самоанализа и пересортировки как людей в своем окружении, так и целей. Теперь в пятерке 2021 года девизом будет коммуникация, осведомленность, активные перемены, объединение, выход на многомерность. А свобода, плодотворная коммуникация и разнообразие в истинном осознанном понимании не могут идти рука об руку с жесткой номенклатурой, формальностями, линейными иерархиями, приказами, страхами, автоматическими моделями мышления, маниакальным стремлением все контролировать. Подумайте об этом в наступившем 2021 году. При всем этом я не скажу, что ушедший 2020 год и 2021 год – года открытия инноваций типа thinking out of the box, то есть проектирование и дизайн структур вне нашей коробки мышления. Нет. Задачи 2020 и 2021 годов совершенно другие. Поэтому пусть компании не тратят зря деньги, усилия и здоровье своих работников по этим направлениям, плывя, по сути, против течения Вселенной. Прорывные инновации, раскрытие части секретных программ и технологий, значимые новые открытия и изобретения, креативные подходы и талантливые решения в разных сферах в мире начнутся не ранее 2023 года, когда одним из основных символов будет эквилибриум 43, бирюзовый, творческое начало. И нас накроет эта сакральная волна, и все больше невидимых реальностей будут проявляться нам в новой эре. Посмотрите, вот эквилибриум номер 20. Звездный ребенок. И девиз его звучит: «Я слышу тихий спокойный голос внутри меня». Это общение в свободе и доверии. И это безусловная любовь. Звездный ребенок радостен и мечтателен. Он каждый миг находится в здесь и сейчас. Не мысли о прошлом или будущем. Есть только сегодня. Он погружен и счастлив в процессе, а не в результате. Не это ли все в первую очередь желает напомнить 2021 год всем взрослым? Часто ли вы слышите своего внутреннего ребенка? Как часто в течение дня вы также беззаботны, радостны, прямолинейны, спонтанны, вне линейного времени мечтательны? Мир звездного ребенка захватывающий, красочен, безграничен и изобилен. Мир, в котором все прекрасные мечты возможны. Звездный ребенок знает, что он всегда любим и изобретателен, и это не требует доказательств. Он следует внутренней целостности, щедрости, чистоте и свету, не меняя роли поведения. Так ли поступают взрослые? Эти важные дяди и тети, странно одинаково одетые, много говорящие,
и бегущие с напряженным лицом на следующую бизнес-встречу, а дома вечерами прожигают время у зомби-ящика. А звездный ребенок радуется солнцу, интуитивно считывает пространство, разговаривает с цветами и бабочками, танцует с снежинками, подпевает птицам, придумал новую игру с друзьями. Не зря Иисус сказал, что ребенок войдет в его царство. Не зря также и то, что этот эквилибриум входит в набор спасителей в системе Ауросома. Звездный ребенок – основной спаситель в 2021 году. А вот номер 21. Новое начало для любви. Девиз его звучит: «Я осознал, кто я есть, и поэтому я вижу все с более широкой перспективы». Этот эквилибриум говорит нам о рождении или возрождении свободы через осознание и принятие себя. А безусловная любовь – один из двух основных аспектов электромагнетизма жизни наряду с абсолютным светом мы можем показать через творчество, дружбу, взаимодействие по интересам и постижению знаний, волонтерство и благотворительность, экологию и этичный стиль жизни. И вновь розовый цвет. По Элизабет Клэр Профит розовый луч Бога соответствует сердечной чакре. Луч любви и милосердия Бога. Архангел Чемуил и Архея Любовь. Они дарят нам, если мы достигаем божественной чистоты и осознания, любовь к себе и миру в своем сердце, исцеление вселенской любовью себя и взаимоотношений, раскрытие и правильное использование творческих сил для общего блага. Кстати, удивительное совпадение и очередное волшебство Ауросомы. Если сложить двузначные цифры наступающего этой весной 7529 года от сотворения мира в звездном храме по славяно-арийскому календарю, то получится цифра 104. А эквилибриум 104 – это Архангел Чемуил. Поэтому розовый, без сомнений, является общим лейтмотивом 2021 года. Вернемся к 2021. Этот эквилибриум, как следующий шаг вслед за 2020-м, говорит нам, что в 2021 году мы способны сознательно ставить перед собой цели и работать по их достижению, двигаться к своей мечте, не нарушая ритма Вселенной. Это значит никуда не гнаться, сломя голову. Осознав и приняв себя, означает некуда больше спешить, не с кем конкурировать, некому доказывать. Неспешность, радость и благоразумность в каждый момент по прекрасному течению жизни. Уметь видеть ситуацию с разных точек зрения, проницательно и благоговея, и позволять событиям жизни идти своим благословенным чередом. Ведь познав «Я есмь», ты в сейчас и в вечности одномоментно. Тогда куда спешить? Важна не скорость, а глубина и многомерность познания. Исчезает сама причина для беспокойств, сомнений, страхов, манипуляций. Честен ли ты сам с собой? Не лицемеришь ли другим? Ты остаешься при своих ценностях одинаково как дома с семьей, так и на работе? Или дома ты хороший папа или мама,
а на работе ненавистный лицемерный менеджер? Эквилибриум 21 говорит, что пора ответить на эти вопросы честно, прямо и окончательно. Осознай, кто ты истинный. В погоне за бренным не потеряй вечное. Никто не лучше и не хуже. Нет своих и чужих. Выйди из критериев дуальности и разделения. Мысли, говори и действуй в одной истине света. Свобода, правда, любовь, живая мыслеформа духа, карма не продаются и не могут быть куплены за деньги этого мира. И познав это всецело, ты манифестируешь это всегда и во всех сферах своей жизни. Так поступали все мастера, приходившие к человечеству. Они есть и сегодня. И в завершении хочу сказать несколько слов об эквилибриуме номер 41, как сумме 20 и 21. Это бутылочка мудрости в ауросоме. Мудрость, которая реализована и которой делится. Мудрость следования принципу. Правильная, праведная речь, правильные действия, правильная жизнь. А значит, требуется стержень развлечения и не выбирать иное, кроме света. Мудрость пребывания в свободе, в свете, красоте, чистоте, простоте, знании и славы Бога. Мудрость привносить свет на разных уровнях мироздания и получать прану, высоковибрационную световую энергию жизни из восходящих миров света. По сути, здесь есть прямой резонанс с 8 ступенями йоги, начиная от правил яма и нияма и завершая самадхи. Следуй синхронистичности Вселенной и ритмам природы во всех сферах своей жизни. Оставайся в балансе и простоте. Позволяй жизни быть, мудро понимая, когда ты наблюдатель, а когда деятель. Многие люди, к сожалению, по-прежнему совершают 4 типичных ошибки. Первая – неумение держать баланс. Вторая – попытка запихать все в сегодня. Особенно это наглядно в корпоративных проектах и на работе. Как загнанный заяц, но это иллюзия времени. Грубо нарушая ритм Вселенной и не понимая принципа быть в сейчас и в вечности одновременно, люди сильно укорачивают свои жизни как расплата. Третья ошибка – постоянные попытки подкорректировать прошлое и прошлые отношения. Хватит склеивать разбитые чашки. Четвертая ошибка – общество потребления, накапливания и материальные выгоды. Делай больше безвозмездно, делись и дари. Знай, все, что ты благодаришь, ты неминуемо благо получишь от Вселенной. Это также знали все истинные мастера света. Поэтому они передавали знания и благословения. Они покупали квартиры, машины, драгоценности и развлечения. И уже 2022 год, соответствующий эквилибриуму номер 42, под названием «Урожай», покажет, кто какой урожай получит от Вселенной. Обобщая этот общий прогноз и анализ, так как в каждом абзаце есть еще много интересного раскрыть, но
Это уже для индивидуальных консультаций. Я желаю вам этичного и экологичного образа жизни в этом году, воссоединения с Высшим Я, новых, важных опытов на пути предназначения и новых мистерий Духа. А также желаю вам наилучшего применения этих очаровательных волшебных помощников, разных продуктов Аура Сомы.